Привет, это Бабл на канале Технозон, и сегодня мы с вами поговорим на тему голосового поиска на приставках не Android TV, у которых нет нативного голосового поиска, а вернее, как сделать так, чтобы вы могли осуществлять голосовой поиск голосом с помощью пульта с голосовым управлением, либо с голосовым интерфейсом. Его называют абсолютно по-разному. Вообще, у ТВ-боксов есть два лагеря пользователей. Одни ярые приверженцы Android TV, потому что там есть нативный голос, и нажав на кнопочку пульта, вы сможете сказать «Открыть YouTube», либо название фильма, и он найдет в ряде приложений, которые поддерживают голосовой поиск. Но дело в том, что Android TV по ряду причин немногие любят, потому что там урезан Play Market, и устанавливать сторонние приложения нужно через флешку, либо через Aptoide, и это целая история. Но что делать людям, которые являются приверженцами полной версии Android с полным полноценным Play Market? Ведь приставки есть, и пульты вроде бы как есть с голосовым управлением, такие. Их на самом деле десятки разновидностей этих пультов с голосовым управлением, но вот что с ними делать, люди не знают. Зачастую, покупая приставку, потом подключая пульт, они не понимают, что с этим делать. Они нажимают на кнопочку микрофона и ничего не происходит. Поэтому цель этого видео как раз объяснить, что же делать с этими пультами, как их подключить к приставке и как заставить работать голосовой поиск. Скажу сразу, полноценного интерфейса голосового, как в Android TV, вы не получите. Но вот голосовой поиск практически во всех приложениях вы сможете сделать. Кстати, ссылочки на эти голосовые пульты и на очень много других голосовых пультов я положил в описании под видео. Ну а перед тем, как перейти к самой приставке и показать, как это все работает, я хочу вам напомнить о розыгрыше. Вот такой вот красавицы у нас на канале PlayStation 4 Pro с 2 играми. И все условия акции вы можете найти в описании под видео. А еще в описании под видео у нас есть огромное количество приставок, которые мы обозревали. И также там есть ссылочки на наши паблики в Viber, ВКонтакте и в Facebook. Ну а еще, чтобы не пропустить все те дальнейшие обзоры и интересные информационные видео, я советую вам нажать подписаться и колокольчик. А сейчас я скажу хавабанга, ребята, это же Бубльгум, поехали! И вот фактически у нас есть приставка, к которой подключен вот такой вот геймпад Vontar с голосовым управлением, либо с голосовым поиском, с кнопочкой голосового поиска. Если мы нажмем и скажем «Окей, Google», либо «Найди мне что-нибудь», либо «Открой YouTube», ничего не произойдет. Раньше у меня было видео, в котором я показывал, как устанавливать голосовой ассистент, и это была целая заморочка. На самом деле сейчас все происходит проще. Делаем просто по инструкции. Мы идем в Play Market. В Play Market мы ищем всего лишь одно приложение – Google. Вот оно, Google. Приложение Google, оно первое выпадает в результатах поиска. И нажимаем «Установить». После установки сразу нажимаем «Открыть». Здесь мы идем сразу же с вами в раздел «Еще». Нас он интересует больше всего. И заходим в настройки. А вот здесь уже гуляй душа. Мы ищем с вами голосовой поиск. Выбираем голосовое управление, проверяем, чтобы было все активировано. Выбираем распознание офлайн и смотрим, чтобы у нас был скачан язык, на котором вы будете вести распознавание. Обязательно включаем гарнитуру Bluetooth. Пробуем, конечно, включить Voice Match. Разрешаем приложению Google записывать ваши данные. В принципе, это все, что вам нужно было сделать. Теперь мы с вами идем в настройки. Идем в клавиатуру, управление клавиатурами и включаем голосовой ввод Google. И нажимаем просто ОК. А вот теперь мы с вами проверяем одну интересную вещь. Мы идем с вами в Google Chrome, и в поисковом запросе мы с вами видим, появился микрофон. Вот именно так у вас и будет работать ваш пульт. Вы нажимаете на микрофончик, нажимаете «Разрешить», это единоразовое действие, и скажите что-нибудь. Он распознал. То есть фактически это ввод в строке поиска. По сути, по-другому дистанционки на приставках с чистым андроидом работать нормально не будут. Давайте попробуем еще раз и попробуем найти, например, сайт новостей. Свежие новости. Вот, пожалуйста.
При том, что вам нажимать на кнопку микрофона теперь не нужно. Он сам будет слышать ваш микрофон, если вы включили голосовой ввод. Если бы вы его не включили, то вам приходилось бы нажимать на кнопку микрофона. Но дальше лучше. Дело в том, что Google Chrome это не единственное приложение, в котором будет работать голосовой ввод. Голосовой ввод теперь будет работать, и поиск в том числе будет работать практически во всех приложениях. Заходим в YouTube, идем сразу в поиск. Нажимаем микрофончик и говорим 4К видео. Он, конечно, распознал все, что я говорил, но это все круто работает. Давайте еще раз попробуем. 4К видео 60 FPS. Класс. Все супер. Пожалуйста, он нашел нашу Коста-Рику, он нашел все 4К ролики, и это все работает супер. Но давайте пробовать дальше, где у нас еще будет работать голосовой поиск. Давайте попробуем, например, в Мегого найти какой-нибудь фильм «Очень плохие мамочки». Везде нужно просто нажимать поиск, и он будет включать голос. Пожалуйста, он нашел «Очень плохие мамочки». Идем в другое какое-нибудь приложение. Давайте в Lazy Media Deluxe. Аватар 2009. Тадам! И он нашел Аватар. Пожалуйста. При этом этот голосовой поиск теперь будет у вас работать везде, где бы вы не вводили данные в поисковую строку. Главное не забывать, что вам нужно установить Google и обязательно активировать в клавиатурах, в управлении клавиатуром голосовой ввод Google. Это все, что вам необходимо сделать для того, чтобы заработали ваши пульты с голосовым управлением. На некоторых пультах, возможно, понадобится во время произнесения команды, либо во время произнесения запроса нажимать кнопку микрофона, но это сугубо у каждого индивидуально, и вы должны сами пробовать, как это будет работать с вашим пультом. Но хочу вас предупредить, что это может не работать у программ, которые не поддерживают Google API как таковой. То есть, например, Aptoide — это прямой конкурент Google Play Market, и там вообще нет поддержки Google API, и голосового поиска там нет и быть не может. Его можно, конечно, реализовать через Gboard. Давайте я вам немножечко покажу, как реализовать голосовой поиск, где вообще нет поддержки Google API. Мы устанавливаем с вами Gboard. Это Google клавиатура. Нажимаем «Открыть». Включаем ее в настроечках. Пожалуйста. Выбираем способ ввода. Выбираем Gboard. И задаем разрешение. Нажимаем «Разрешить». И все готово. В настройках Gboard мы обязательно выбираем голосовой ввод. Он у нас в принципе активирован по умолчанию. Давайте попробуем что-нибудь найти с помощью клавиатуры. Вот у нас Gboard, и у нас здесь тоже появился вот такой вот значок микрофона. Поэтому у вас теперь значок микрофона будет всегда либо в строке, которая его поддерживает, либо в Gboard. И как же это работает сейчас с теми приложениями, которые не поддерживают Google API, например, с тем же Aptoide? Заходим в Aptoide, нажимаем «Поиск». Мы видим, что у нас здесь в строке поиска нет значка микрофона. Но у нас есть с вами значок микрофона на нашей клавиатуре. Мы нажимаем на значок Google Chrome Browser. Пожалуйста. И после этого нажимаем просто «Поиск». В данном случае мы с вами получаем полноценный голосовой поиск, вернее ввод с помощью голоса. Фактически у нас есть с вами два метода. Первый через Google. И в приложениях, в которых нет поддержки Google Voice, мы делаем голосовой ввод через Gboard, через Google клавиатуру. Это единственный пока что нормальный способ заставить работать голосовые пульты на ваших Smart TV боксах, которые не поддерживают нативно, как Android TV, голосовой поиск и голосовое управление. Но честно вам скажу, такая реализация меня воодушевила, и я немножечко по-другому пересмотрел на приставки на полноценном Android. Ведь теперь расстояние между Android TV и приставками на полноценном Android, ой, как сильно сократилось. Так что, ребят,
нет ничего невозможного. Мнение команды Технозон, что пульты с голосовым управлением вот такая вот штука и очень сильно облегчает жизнь нас, ТВ-боксеров. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят!